Друзья, всем привет! Большая Камбоджа на связи. И Александр сегодня будет готовить для камбоджийцев, для моих соседей. Я им вчера пообещал баранину с картошкой. Баранину здесь купить достаточно сложно, свежую. Она вся замороженная, новозеландская либо австралийская. Так вот, она у меня была куплена, а сейчас я еду покупать овощи. Картошку, морковку и перец, который я буду использовать в этом блюде. Всем приятного просмотра. Картошка, как видите, здесь дорогая. Потому что они ее особо не едят. Вот килограмм, видите, сколько? $4 стоит в супермаркете. Морковка. Вот мне вот столько морковки понадобится. Это $1. Лук. $1 примерно, где-то здесь полкилограмма. Наши продукты, чтобы вы понимали, они стоят здесь дорого, потому что они их особо не используют. Ну вот картошка подешевле, я ее и возьму. Она стоит, килограмм стоит $1.25. Это килограмм. $1.25. 300 грамм чеснока. $1,5. На рынке чеснок явно дешевле. Вот такого перчика возьму наподобие болгарского. 200 грамм. $0,8. 220 грамм. Это все импортное. Импортный перец точно. Что тут он не растет. Вот тут стейки у них тоже продают, смотрите, привозная говядина, $5, стоит 200 грамм вот такого стейка. Ну, тут разные стейки есть. Говядина есть своя местная, но вот эта вот импортная. Ну, свинину и говядину нужно покупать на рынке, он там явно дешевле. Ну, за исключением, если вы хотите купить импортную, да, вот премиум стейк здесь $6, 250 грамм. Австралийские. Так, и вот баранина. Австралийская баранина. 230 грамм. $3,45. А здесь 290. Килограмм $15 стоит. Вот такой замороженный на кости баранины. Немножко у меня тут есть, но я сегодня им все это приготовлю, попробую. Честно сказать, у нас в России баранина, ну, однозначно лучше и вкуснее вот этой замороженной не местной, а австралийской. Немного, кстати, отступим от баранины. Вот увидел йогурт с дурианом. Вот вы смотрели ролик, кому интересно, посмотрите про дуриан, кто не смотрел. Вот, и, кстати, делают из них такие еще йогурты. Вот это стоит все вместе $1.25. Попробовал я этот йогурт. Да, прям конкретный вкус дуриана. Вкусный и интересный. Друзья, сам процесс достаточно простой. Мясо, картошку, овощи я все вместе складываю и тушу это примерно где-то максимум 2 часа. Конечно, баранина мне здесь получилось маловато, но в любом случае она будет, и соседи вообще баранину не пробовали ни разу. Мои-то часто пробуют такие блюда, я делаю баранину. Но для того, чтобы ее купить, мне пришлось бы ехать там в центр города, поэтому я точно не поехал бы. Вот, решил вот это вот приготовить то, что есть. Ну, должно получиться вкусно. Блюдо не замысловатое. Вот. И вот я все поставлю тушиться на 1,5 часа. Тут лаврушка у меня еще есть. Вот, кстати, лаврушка здесь продается в китайских магазинах. Хотя сами камбоджийцы лаврушку не используют вообще. Это все в китайских магазинах есть. Китайская кухня, лавровый лист используется.
Итак, друзья, мое блюдо готово. Ну, такое она получилась жидковатая, но мне такая картошка нравится. С бараниной очень вкусная, я уже попробовал. Я надеюсь, они его оценят. Так что вот полкастрюли я сейчас возьму и пойду к ним за стол. И вы увидите, как они пробуют. Это блюдо с нашей с вами родины. Так. Вот соседи, значит, отмечают китайский Новый год. Так. Пиво тут мне наливают. Пивко. Чё, комой? Как-то пиво такое ни разу не видел. Вот такая, короче, кастрюлька. Но это я половину отложил, половину мы меня попросили, домашние поставь, нам половину оставил. А сегодня китайский Новый год. Вот у нас тут на районе. Ход, be careful. Ход. Кдау. Кдау. Чит, чинянь. Так you try first. Палочками, видите, как идут палочки в ход. Так, это соседи, ребята. Я вчера-то с ними сидел и пообещал им, что я сделаю им это баранины. Правда, баранины маловато было, но ничего. Шинянь? Так. Правда они говорят или нет, я не знаю. Ну посмотрим, если следят, все. Сырое манго. Не сырое, ребят, зеленая манго и прохок. Это вот смесь вонючей рыбы. Вот. Вот. И еще какой-то острый перец, но я точно не буду. Снять. Ну, вкусно. Но очень специфический вкус. Снять, да? Ну, так вот бывает так-то с кастрюльки с нашей. Я тоже ем, мне нравится. Вкусно. Ребята тоже едят. Вот так. Китайский Новый год. Мы сидим около нашего дома. Бабушка с Тимуром сидит, он спит. А Эпи поехала к подружке тут рядом. С нами, говорит, сидеть скучно будет ей, потому что пиво не пьет. Здесь вот на столе еще семечки у них. Вот манго и айва. И еще салат какой-то с мясом. Смотрите, баранина убывает.
Так что понравилось, говорит. Снять. Создай. Ребята, если вы помните, это человек, который делает пальмовое вино. Его же ресторанчик здесь рядом. Тогда китайский Новый год тут у нас. Они просто прикалываются на китайском, там говорят какие-то несколько слов, которых знают. Я, конечно, побольше знаю нескольких слов, но все понимаю. Да, давай. Попробуй. Кем? Что-то быстро закончилась кастрюлька-то. Смотрите, как идет баранина. Ее, правда, мало было, но тоже. Снять. Угорь. Это угорь. Антон, хотят приготовить его. Хотят приготовить, я так понял. Да, класс. Сегодня, друзья, китайский Новый год. В Камбодже он отмечается. Нерабочие дни. Вчера и сегодня были. 1 февраля. Вот так вот выставляются столы. И вот везде так в городе сидят, и люди на улице отдыхают, отмечают, обедают, пьют пиво. Вот такая жизнь изнутри. Даже рынки, кстати, сегодня не работают. Что сегодня вот сюда подъезжал человек, который торгует свининой на рынке, который я вам снимал. No, 干杯，干杯，干杯，干杯！你干杯，我干杯，一起干杯。Lên anh cái này. Hai cái lên này nữa. Đi mình canh bay hả? Hảo bà hả? Hảo, hảo. Canh bay chặt.干杯. Ага. Бай-бай. Бай-бай. Вот ребята просто подъехали, соседи. Выпили пиво с нами и поехали. Сейчас дальше. Вот так все просто. Бай-бай. Бай-бай. По-китайски мы с ним поговорили чуть-чуть. Они поехали дальше. Индиан, бай-бай.
Все, вот и закончилась баранина. Ну, видите, как, ребята, понравилось? Да. Все, до свидания. Ну, потому что вкусная, вкусная. Рецепт, и кому интересно, могу потом написать. Ну, караоке у них везде. Так, ребята, принесли угря. Что же такое за угорь? Наверное, вкуснейший угорек. На гриле был приготовлен. Сейчас я попробую. Вот сюда нужно макать. Вот так вот. Соус. Чгань. Бомба. Вкуснейший угорь. Вкусный угорь. Ну, ребята приготовили. О, очень вкуснейший. Китайский Новый год. Ну такая, вот это я вытащу бумажку. Я тоже достал, здесь что-то у меня написано. Что-то. Ничего. Окон. А внутри такие монетки, конфетки. Это конфетки, ребята. Стоять, парень. Стоять. Что такое тут? Ездят. Видел, мотоциклы ездят? Все, бабушка за ним. Те. Утка. Утка и краб. Продолжаем сидеть. Вот чувак на китайском говорит нормально, кстати. Шанкай, говорит, шанкай, такие есть по-китайски. Стол наш. Давай, сидь.
Вот он, наш друг. Приехал. Шнянь. Delicious. Я от никого не отстану с своей бараниной. Вечер продолжается, точнее день продолжается или вечер уже, ребят. Я тут не могу встать из-за стола, если честно. Ребята подносят все. Друзья, соседи. Подходят соседи и подносят вот разную еду. Продолжаем отмечать. Какие-то крабы. Бакомпы. Бакомпы, я не знаю, что это такое, но я говорю, это бакомпы, ребята. Вот так. И вот каждый раз нужно вставать, чокаться. Все, упала монета. А вот, тетя не дает. Ну что, друзья, всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Я заканчиваю свой вечер в немножко другой уже компании. Вот. Место секретное. Секретное место выдал. Евгений, Степан, Эпи. Я выдал секретное место Евгения. Ну ладно. Так, Женя, они все равно не заметят. Вот, ну что тут? Тут вообще некрасиво. Тут некрасиво. Тут просто некрасиво. Это в Пномпене здесь некрасивое место.